сейчас у нас большой снегопад, я как раз собрался чистить свою теплицу. Я вкратце покажу, каким приспособлением я ее чищу. И расскажу, как правильно это делать. Друзья, приспособление не хитрое. Это рейка 3 на 3, диаметр сечения квадратное. Круглое не очень удобно, потому что перекручивается. И на краю я тоже из такой тонкой досточки вырезал, ну, вот такой вот. Получилось, в общем, типа швабры. Только этот край, которым мы будем соприкасаться с пленкой, необходимо тщательно обработать, чтобы не было заусенцев каких-то, либо острых краев. Не порвать пленку, особенно если по морозам пленка сильно натягивается, она становится очень как бы восприимчивая к соприкосновению с острыми предметами. Она может разрезаться. Но сейчас у нас температура такая довольно-таки нормальная, порядка 0 градусов. Но смотрите, в чем здесь опасность. Вот снег, он очень тяжелый, он лепится очень хорошо. Был дождик еще перед этим, и снег напитался просто влагой. Тяжесть сейчас на теплице неимоверная. Пленка выдержит, еще раз повторю, за это я спокоен. Но теплица может не выдержать. Очень большая площадь, порядка 200 квадратных метров. Если слой снега увеличивается, напитывается влагой, гигроскопичность определенная есть у снега, он влагу хорошо подпитывает, становится тяжелым. Еще такой момент, когда чистите, не думайте, что если счистим одну сторону, будет легче теплице стоять. Это еще опаснее. Почему? Потому что давление мы с этой стороны уберем, а с другой стороны, если не счистим покров снега, то давление все пойдет сюда, и теплица может сложиться в эту сторону, ну, либо наоборот, смотря какую. Поэтому счищать необходимо обязательно со всех сторон пленку. Можно через один пролет, предположим. Ну, давайте теперь перейдем от слов к делу. Я вкратце покажу, как это все работает. Особенно, если у вас маленький угол наклона конька, тоже придется работать вот таким устройством. Если угол наклона хороший, ветер хороший, он просто снег будет сносить. И снег, если легкий, пушистый, но если мокрый снег, он налипает. Он сам не сойдет. Можно, конечно, протопить тепличку, чтобы начал сползать. Там образуется просто, где соединяется теплый воздух внутри теплицы от протопки печки и снег, водяная пленка появляется и ползучий становится снег. Но в нашем случае вот то, что вдоль теплицы сейчас, это сползало само. Сейчас у нас оно сползает очень медленно. Поэтому я вынужден это сделать. На самом деле очень просто. Видите, сползает хорошо. Палка должна быть длинная, чтобы мы могли достать как можно ближе до конька. Ну, то есть, чтобы меньше снега оставалось на тепличке. И до следующего снегопада, в принципе, теплица, ну, не каждый день такой большой снегопад, но пару раз за зиму нам приходится чистить вот таким приспособлением. Если у кого-то нет и есть опасность снегопада, я бы советовал сделать его заранее, чтобы он был всегда, ну, вот эта швабра наша для чистки снега, чтобы она всегда у вас была под рукой. Вот, друзья, сейчас я начну работать. В принципе, все понятно, как это делать. Дальше не буду отнимать вашего времени. Спасибо всем за внимание. И не переживайте, кто накрыл свои теплицы, в том числе и по моему совету, светостабилизированной пленкой, то все будет нормально.